Всем привет! Сегодня поговорим про кумулятивные боеприпасы и способы защиты от них. Для начала, как проникает кумулятивная струя в преграду? Вот так. Работает чисто гидродинамика. То есть, если кто-то при вас скажет, что кумулятивная струя прожигает броню, то вы можете спокойно плюнуть ему в лицо, потому что этот неуч ни хрена не знает. В чем суть? Для стали предел текучести, то есть на котором сталь начинает гнуться и вести себя пластично, то есть, как можно заметить, сталь деформируется, но она не плавится. Это просто из-за того, что я прикладываю к ней достаточное давление своими руками. И для стали вот этот предел текучести, он составляет приблизительно десятки тысяч атмосфер. Давление на фронте диатационной волны – это приблизительно сотни тысяч атмосфер. А на границе проникания кумулятивной струи в преграду давление может достигать миллионов атмосфер. И предел текучести стали по сравнению с этим давлением настолько низок, что прочностью стали можно пренебречь. Влияет только плотность. Струи и преграда, но это немного позже. Используемые источники. Но первый источник – это вот такая вот здоровая красивая книжечка. Второй экземпляр, который у меня под компом лежит в качестве подставки. И еще две. Так что ничего секретного в этом видео не будет, но постараюсь дать достаточно исчерпывающую информацию, чтобы вы могли понимать суть этих процессов. Переходим к процессу формирования кумулятивной струи. Что происходит? К примеру, вот схемка, где можно увидеть схему облицовки и то, какая часть струи формируется из какого участка облицовки. Но можно видео в целом процесс, как струя воды набегает на преграду, но струя формируется принципиально точно так же. То есть, если у нас есть какой-то материал, в данном случае понятно, что скорости будут не такие высокие, как при метании. И если он бьется в какую-то преграду, то он начинает размазываться в разные стороны. Видно, что материал расползается. И далее получается, что с чем этот процесс можно сравнить. Часть струи выходит вперед, часть уходит назад. И в целом этот процесс интуитивно можно сравнить с тем, как выскакивает вишневая косточка из пальцев, если ее сжать. У меня подшипник, но за неимением вишневой косточки использую ее. Повторю. Ладно. То есть облицовка. Представим, что стакан — это облицовка. Кстати, можно вполне себе и стакана облицовку сделать, только пластмассовая будет плохо работать, потому что плотность у пластика очень низкая. Она не выворачивается наружу, как иногда это представляют. Такое справедливо только для ударных ядер, но это частный случай. Она именно размазывается и растекается в разные стороны. Далее, что еще важно? Для классических конических кумулятивных облицовок есть так называемый градиент струи. То есть, когда струя сформировалась, сейчас воск немножко тяжелый материал для этого, но пластилина у меня под рукой не нашлось. В чем суть? Когда струя сформировалась предварительно и куда-то летит, то ее головные части обладают большей скоростью, чем хвостовые. И струя в процессе все больше и больше растягивается. И в какой-то момент разрывается на отдельные элементы. Из-за чего происходит эта разница скоростей между головными и хвостовыми участками струи. Как можно увидеть на этой схеме, низ облицовки, многострадальный стакан, он обладает меньшим диаметром. И, соответственно, на единицу площади облицовки приходится больше масса взрывчатого вещества, которое метает эту часть облицовки с большей скоростью. Соответственно, постепенно, по мере схлопывания облицовки,
наиболее быстрая часть выталкивается вперед и успевает улететь, и дальше этот процесс, как я показывал на шарике, выдавливаемом из пальца, происходит только непрерывно, а не как я показал. Для проникания по законам гидродинамики важна только длина струи и плотность материала, из которого состоит струя и преграда. Вот. Но что важно заметить, на примере стакана с водой, вода жидкая, внезапно. Вот. И когда струя в нее проникает, вода умудряется обратно схлопнуться. То есть и проникание струи воды в воду ограничено скоростью струи. То есть насколько глубоко успеет проскочить струя воды в воду до того, как из-за гравитационных сил эта каверна не закроется. На этом принципе построена так называемая жидкая защита. Фокусное расстояние струи. Как я уже говорил, чем больше длина струи, тем глубже будет бронепробитие. И так называемое фокусное расстояние от заряда до преграды – это то расстояние, на котором струя успевает достигнуть своей максимальной длины. То есть понятно, что когда она уже порвалась на отдельные элементы, то дальше удлиняться она не будет, они просто будут лететь паровозиком друг за другом. Но проблема в том, что мы живем в реальном мире, и идеально симметричных объектов у нас не существует. И вот эти элементики, не эти конкретно, а в кумулятивной струе, картиночки к ним прикреплю, они обладают боковым дрейфом. Вот. И у реальных кумулятивных зарядов с увеличением расстояния от преграды сначала, получается, достигается максимум бронепробития на фокусном расстоянии, потом он постепенно снижается, потому что элементы расходятся в стороны, и в конечном итоге получается ситуация, когда один элемент воткнулся в броню, сделал вот эту выемку, а следующий воткнулся не в ту же выемку и вылубил отверстие, а рядом, и получается просто прыщавое лицо на броне. То есть, собственно, что обеспечивает мангал, это отнести подальше точку подрыва от танка и дать элементам струи разбежаться в разные стороны, чтобы они не воткнулись в одну точку. Но что важно понимать, если говорить про всякие вот FPV-дроны, к которым прикручивают морковку от РПГ, эта морковка – это ширпотреб, то есть максимально дешевый кумулятивный боеприпас, насколько получилось произвести у оборонки. То есть требование к точности изготовления облицовки там низкое. За счет чего вот этот боковой дрейф, он для вот этих ПГ-7 гранат и тому подобного, он более высокий, чем, допустим, у боевых частей противотанковых управляемых ракет. Потому что штука дорогая, и, следовательно, боевую часть в нее можно было воткнуть подороже и с большими требованиями к точности. Кстати, для птуров еще интересный факт, что на уровне научно-исследовательских работ к ним пытались применять подогрев облицовки. То есть часть реактивной струи от двигателей подавалась на медную облицовку, чтобы она подогрелась и как раз-таки лучше растягивался. То есть, понятно, что если металл мы нагрели, то он деформируется проще. Свои оптимальные цифры, но, насколько я знаю, дальше научно-исследовательских работ это дело не пошло. Жидкая броня. В чем суть? В стальной броне танка делаются выемки, куда пихаются болванки из пластмассы. И когда кумулятивная струя проникает сквозь пластмассу, давления хватает, чтобы пластмасса перешла в состояние текучести, и следующий за первым или какой-то по счету элемент втыкается уже в пластмассу, которая успела схлопнуться обратно. То есть вот картинки экспериментов.
Потому что воду заливать в броню неудобно, а так вполне себе работало. Как работает керамическая броня? Когда втыкается элементик в преграду, из нее вышибает труху из располотой керамики. И вот эта труха, где там болтыхается в объеме за броней, и опять же, элемент, который летит следующим, в это облако трухи попадает и либо переворачивается, либо разбивается вот этими осколками, что тоже снижает бронепробитие. Противокумулятивные экраны — это всякие решеточки, которые хорошо известны по американским фильмам про всякие их операции на Ближнем Востоке. Там в чем суть? Опять же, задача максимально нарушить процесс формирования струи. И если есть какая-то решетка, куда воткнулся боеприпас кумулятивной воронки, если это, конечно, не танковый, с толстой стенкой, которую просто так не согнешь, а вот та же самая ПГ-7, то происходит деформация снаряда и воронки. Соответственно, струя формируется не симметрично, а как криво, и то же самое, снижается бронепробитие. Динамическая защита. Вся та же самая задача. Есть струя и желание как-то ее разрушить, чтобы она не протыкала броню. Есть две металлические пластинки, у меня одна, но, собственно, одна из них более принципиальна. Причем принципиально та пластина, которая находится ближе к броне, не лицевая. Сейчас чуть позже объясню, почему. И слой взрывчатки. Соответственно, когда струя втыкается в взрывчатку, взрывчатка начинает детонировать и метает пластинку. То есть одну пластинку метает назад, другую навстречу струе. И получается, во-первых, в пробитое, за счет того, что все это происходит под углом, за место пробитого материала струей постепенно подпихивается под струю свежий материал, то есть получается, что струя срабатывается по всей длине вот этой пластины. И второе, пластина, которая летит вдогонку за элементами струи, которые летят к броне, она и с ними и дольше взаимодействует, и не то что догоняет, не совсем корректно это так будет сказать, но взаимодействует она с ними дольше, и даже если элемент об нее полностью не сработался, он начинает кувыркаться. То есть маленькая медная сопля, она обладает довольно небольшим моментом инерции, и достаточно небольшого воздействия достаточно, чтобы он перекувырнулся. Как я уже говорил, глубина пробития зависит от длины. То есть так он пробьет много, если он ударится плашмя, то раз в 10 меньше. Что еще важно про динамическую защиту? К примеру, помимо аккумуляции есть бронебойные определенного калиберного снаряда. То есть лом из вольфрама или стали с вольфрамом, с перьями. И в отличие от тоненькой, хиленькой кумулятивной струи, это довольно-таки толстая штуковина. Но если динамическая защита достаточно массивна, то ей хватает, чтобы кувырнуть бобс, и получилась какая-то вот такая картина. То есть, опять же, задача в том, чтобы он проникал не красивенько само за собой отверстие, а просто плашмя размазался об броню и не поразил внутренности танка. По аналогии с динамической защитой существует более дешевый вариант. Это когда между металлическими пластинками лежит слой резины, и раскидывание лицевой и тыльной пластины происходит за счет того, что при ударе кумулятивной струи резина сжимается и пытается раскинуть в разные стороны. И, соответственно, резина метает слой металла, и тоже происходит какое-никакое, нарушение кумулятивной струи. Есть какие-то картинки, но не знаю, насколько это активно используется. Но в целом это несложно воспроизвести, то есть 2 листа металла, лист резины и вперед.
на испытания, если есть где и чем. Средства активной защиты. Но тут особо много ничего сказать не могу. Все то же самое, но подальше от танка. То есть летит какой-то боеприпас, и если никак там на броне взорвался в 10 метрах, потому что по нему прилетело каким-нибудь осколочным полем, то, естественно, и осколочное поле нарушает целостность и мешает формированию кумулятивной струи, и плюс увеличение дистанции, то есть эти отдельные капли медяхи или что, из чего там будет облицовка у боеприпаса, они до танка даже могут не долететь. То есть проблема только в том, что как-то надо в это попасть. Вот, и даже в случае с турами, которые летят со скоростью порядка сотен метров в секунду, это не всегда получается. Ну, на этом, пожалуй, все. Смотрите другие ролики, ссылка на плейлист с лекциями будет в описании под видео. Советуйте видео друзьям, потому что YouTube не особо охотно меня продвигает, и без сарафанного радио канал вряд ли разовьется. Всем до встречи в следующих публикациях, всем пока.